Ну что ты начал-то, горбушку? Все с переводом. Все отлично. И с комментариями. Ох, сколько ты много вопросов задаешь. Так, что происходило, перестал на этапе допроса бутлегера. Так, мы их допросили, сказали, они пошли нас нафиг. Мы потом обошли здание, порвались на тетку, с теткой поговорили, типа, я тебе помогу, но ты делаешь одолжение. В итоге я, походу, не так что-то сделал, перефайнился с полицейским, и полицейский меня повел в дом. Чем он недоволен? Почему стал доволен? Это я таки тоже не понял. А в итоге... Короче, я так и не понял. То ли он меня подставил какой-то бабой, то ли чего. Потому что вроде как он умер у нас на глазах, но в итоге оказался он живой. А он мной недоволен, потому что я ходил, все расспрашивал. Новеньких тут не любят. А в итоге я типа уговорил его, что типа мы же коллеги, туда-сюда, давай помогаем мне и так далее. Дальше мы спустились, зашли в дом, спустились в подвал, еще куда-то вниз. Его убили. Потом он оказался живой. Потом пришла какая-то баба, помогла нам сбежать с психушки. И в итоге мы сейчас снова находимся в доме. В доме баба, которая помогла нам бежать из психушки, но она работает на вот этого доктора-психопата. Такой засланный казачок. И полицейский. И он тоже снова там же сидит за нас. Хотя он, по-моему, помогал нам сыворотку какую-то вводить. Короче, придом, да, непонятно, что тут происходит. Но, честно скажу, в первый Call of Cthulhu, который я играл, не помню какого года, там все получше. Реально, все просто как-то получше. Там после часа уже страшно было играть. Здесь пока особого страха как бы и нету. Видишь, познакомился с доктором Колдом, подругой Брэдли, которая помогала ему сбежать. Бродя по коридорам этого заведения, которое находится в полной власти доктора Фуллера, Пирс разговаривает с человеком по имени Фрэнсис. Фрэнсис умер. Перед смертью на глазах у детектива он обвиняет Сару Хоггинс в том, что она виновата в его мучениях. Пирс наконец покидает проклятое здание в сопровождении Брэдли и Колда. А вот этот Фрэнсис, он умер примерно так же, как умер в Аутласте Бугай. Под конец. По стенкам размаздило его. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Опять нужно выпить. Вот. Вот там сидит девка, которая помогла нам сбежать, и мент.
Только я опять что-то не догоняю. Почему они были одновременно и против меня, а потом за меня снова? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Где бухло? Вот оно. Вот оно. Выпить. Я такого пережил. Еще. Ладно, хватит. Нет. На пасашок третью. Причем не косеет, не пьянеет, ничего. А, не, во, прикинь, закосел. Можно в хлам напиться? А, нет, нельзя уже. Слушай, а так-то меня быстро отпустило. Нет, больше нельзя. Здесь? Здесь тоже нет. Так, с тобой, ё-моё. Как кукла. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Ну, во-первых, мент помер. Вы и доктор Колдер. You two know each other pretty well. It's a tiny island. Everyone knows everyone. Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Anyway, let's get back to the business at hand. Ай, странно, ладно. А, кстати, да, мы еще нашли Чарльза, хозяина вот этого особняка дома. Он живой оказался, но он превращается в одну из этих тварей. Немножко, половина. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Так, либо он отмазывается, либо что-то здесь не то. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Интересно. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the institute. Bradley was there.
And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine, horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? Это вообще непонятно. Перевод нет, Грабушка. Я не могу читать быстро и долго. У меня еще, так сказать, заболели дома. Короче, мент утверждает, что он вообще ничего не помнит. Далее он утверждает, что пришел ко мне в больницу навестить меня, и все. Я ему говорю, что меня обкололи какой-то наркотой, я видел там непонятную чертовщину, мент говорит, что это галлюцинации. А баба пытается доказать менту, что то, что я видел, это правда. Так вот. Я видел мертвые тела. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Мент не верит, что доктор Фуллер психопат, а баба знает это. И она хочет доказать менту потом как-то, а как не знаю. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Сара Хокинс, девка, которой нас попросили приехать сюда, она была пациентом той больницы. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Возможно, нашел I зацепку. met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Она знала пациента, который умер. У нас на глазах там летал, умер. И она хочет узнать, как он умер. И вот у нее есть либо какой-то кризис, либо бродяга. Бродяга — это типа духа. Это, никого там не привидим. Каспер, короче. Привидение. Да, I didn't see what, but something was there with us.
Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Нет, мы идем неизвестно на какую концовку. Возможно, здесь есть много концовок, я даже что-то не узнавал. Но, как бы, я хочу топить за то, что все-таки есть здесь какие-то паранормальные явления. Может быть, я просто потом меня упрячут в психушку, и я там так и останусь. Ну, не знаю. Давайте сохраним благоразумие. Не на пофиг. Я хочу попробовать затопить за то, что это все-таки все, что я вижу, я то и говорю, как Чукча. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Короче, тот, кто умер, в последнее время напоминал о Саре, которая вот этой девки. И они как-то друг с другом связаны. Так, поговорите с вдовой Сандерса. Вдова Сандерса. Где найти такую? The other night's events are still confused in my head. Мент вообще ничего не помнит. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Короче, я так понимаю, у меня сейчас есть два выбора. Либо все это нафиг забыть, замять и следовать с ментом, потому что мент не верит нифига, а вот эта баба верит. И типа можно с бабой, короче, пойти. Так, мы сейчас идем к той бабе, к жене того мужика, который у нас на глазах помер. Коллекционер и художник. Коллекционер живописи, друг художницы. Да ёпавай, что так... What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Забыл, как ее зовут. You know each other. We met briefly. Ай. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later.
Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Ну, не уйти с бабой, пойти вместе с бабой по одному пути. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? Приступ. What happened? Так, чтобы это сказать, вы были рядом, когда у него случился приступ. Вы не должны считать себя виновны. Ну, кстати, она хорошо держится. Ну, как бы даже не видно, что как бы и горестно, что ли. Кивает мне постоянно. А давай пофиг. He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Это не я его отправил сюда, истинный Фуллер. Нет, не Фуллер, это все другое. Может, и Фуллер. Так и ничего. Я что мог сделать? Он летал, блин, поэтому... Что я могу еще сделать? Давай вот так вот. А что, проверить красноречие? О. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Ага, я сделал так, что типа это... Я сам жертва, и она тоже мне сочувствует. Что тут делает Кэт? May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and his sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Где-то познакомились там, и он ее сюда привез. Либо она их, либо их, короче, непонятно. Но он скупал у нее картины. Фанатик. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself.
if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Блин, честно, я бы просто был сейчас встал бы и ушел бы. После того, как я посмотрел, что я там видел, и плюс скачали меня, я бы нафиг, я бы встал бы и ушел. Я бы не стал бы больше ползать бы тут. Сел бы, корабля нет, сел бы в лодку, в шлюпку бы. И ушлепал бы оттуда. Это что ли? Подожди, это вот эта баба. Так, в галерею. Она сказала, в галерею не заходит, значит, где-то что-то есть за закрытой дверью. Это ж сколько надо было рамок делать. А вон рамки стоят, ладно. Что это? Подожди, щупальца. Опа. Ключ от галереи, отлично. Another volume of the Reverend's wife's diary. Виквуда, преподобный Виквуда, его, который снят с опасности преподобного с момента прибытия на остров. Некоторые члены сообщества, в том числе ее муж, начали говорить, будто бы эти видения посланы им Богом. Она боится, что их всех ждет судьба пропавшего племени. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Умоляю тебя, не мечтай даже об этой проклятой картине. Если наша дружба для тебя хоть что-то значит, пожалуйста, избавь меня от чувства вины. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой дорогой друг, забудь о бродяге. Бродяга в письме указывается. I could use one of those. Снотворные таблетки. Ну ладно. Ну давай. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Должен подтвердить подлинность картины для покупателя. Нет. Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. Так вот он нужен. There's more than that, Miss Baker. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Mr. Pierce. But it stays cat for you. You knew the Sanders? Irene is a friend of mine. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Какая? Ладно, пошли. Хоть ключом-то попал, нет? Ёб твою мать. Не заходить. А вот теперь будем в пикселях всматриваться. О.
Церемониальный нож. Колонны какие-то. Ой. У этого мужика точно было все с башкой хорошо? Вон она. Центральная. А эти зачем статуи? Ужас. Цветная и черно-белая. Ладно, хорошо. The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Так, ладно, пошли посмотрим на этого бродягу. Так, у меня глаз нету. Нету глаз, нету носа. What the hell was that? Следовательно, он нас не видит. И... Нифига себе. Меня долбит-то просто от вида вот этого. Нахуй. О, попал. Хороша чертовка. Это, видимо, я встал. Из-за этого он. What the hell was that? Так, ну, туда я не пойду, там лежит масло. Оно мне не нужно. Ёпа мать. Что так сильно-то коробит? Нажмите я, чтобы спрятаться в шкафу. Ну, пойдем спрячемся. Я долго не могу в шкафу сидеть. У меня клаустрофобия начинается. Давай еще в шкаф загляни. Если у нее есть слух у этой твари, то с моим сердцебиением она должна была меня услышать уже давным-давно. Во-первых, если был бы у нее нюх, она бы услышала бы меня, я бы обосрался. По запаху бы не шла, по дорожке.
Как она меня видит? Как меня она видит? Что я должен сделать? Да, долго так не просижу. А здесь? Нет, я здесь нету. Давай восстановись, нифига непонятно. Че, я, наверное, к картине, наверное, должен подойти, нет? Где это, Кикимор? Она невидимая стала. Что я должен с ней сделать? Ага. Все, красноречие вкачал, отлично. О, подожди, что такое рассудок? Рассудок. Что я тут не посмотрел еще? Все посмотрел. Улики. А че, снотворная таблетка, когда я усну? Так, а почему у меня все еще есть таблетки? Ладно. Эти искажаются. Возле окон, возле деревьев, возле дверей все искажается. Должна быть связь. Is this dagger part of Sanders' Ёб твою мать. was he seeking to acquire it? Кинжал уже был в коллекции Сандерля или тот... Подожди, скотина. Так, кинжал уже был в коллекции Сандера. Или тот только пытался завладеть. Не обладая даже крупицей таланта, Сары Хокинс Сандерс в мельчайших деталях нарисовал кинжал необычной формы. На гарде изображен эзотерический символ, который часто встречается в его переписке с Сарой. Это знаешь, на что похоже? Dead Space. Обелиск. Я это сделал. Ага, я тут что тоже. Я тоже тут кое-что не сделал. Ой, он там стоит. И как мне сейчас выйти отсюда? Так, ладно, он ушел сюда. Значит, надо пойти по кинжалам посмотреть. По этим. Чем мне опять макросы слетели? В эти ящики заглянуть. Damn. I could try tearing the painting with this thing. Нужно попробовать. Понятно. Разрезать картинку надо попробовать. По ходу дела
это первый кинжал. Так, с какой стороны ты бежишь? Ёб твою мать. Я понял, с какой ты стороны идешь. Нам нужен церемониальный нож. Нет, нифига. Damn it! This dagger didn't work. Мамочки! Фу, почисти рот. Почисти зубы. Так, опять. Ладно. Знаешь, мы сейчас что-то What the пробуем. hell was that? Мы сейчас попробуем, пойдем вот сюда. Нет, да мы не пойдем. Мы пойдем сюда. Мать. Так, первый кинжал не работает. Надо найти тот кинжал кривой. Есть он? Нет такой у них. Или этот. Ты, блин, Сара Керриган. На Керриган похож. Вот он. Down. Maybe I can use this dagger. Хотя это не он, но может и он. Ёб твою мать. А я же записку не нашел. Ладно, хрен с ним. Нет, проглотил. Damn it! Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to? А, нет, не он. Там какая-то хрень другая была. Ну, почти он. Нет. Нет. Еще какая-то гарда. Нет. Еще херня какая-то. Что, ты опять за мной бежишь? Да что за персонаж такой слабый, а? То клаустрофобия у него, то еще что-нибудь. А, он спрячется. Че, в детстве в шкафе не прятался, что ли? Или я просто перебил? Мамочки. Бабачка. Да ёп, тянемочи. Пошел ты в жопу. Я могу свет включить? Могу свет включить, хорошо. Это нет, это нет. Нет, не похож. А ну куда как-то сюда идет. Короче, я так думаю, это просто тупо брать все эти джавы подряд и втыкать в квартиру. Либо не заколебет эта картина,
Либо This картина... dagger looks Чем different. этот кинжал чем-то отличается от остальных? Да-да-да. О, есть. Мне-то зачем? What's the matter with you? Что с тобой? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Мне тоже так кажется. Чё-то это непонятно. Ты ничего не слышала? I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Никто ничего не видит. Никто ничего не видит, никто ничего не слышит. Мент не помнит, все как в тумане. Баба не слышала, не видела. Мне верит только одна. Когда я пью, мне игра говорит, что это повлияет на ваш выбор. Или что-то повлияет на ваше решение. Короче, это на что-то повлияет. Ну, раз уж я пью... О. Давайте дальше пить. Учитывая, что Where's the bookseller? у меня мозги на бигрень сходят с ума, я думаю продолжить дальше бухать. Может быть, это поможет, а может, это нет. Так, что так высоко? Another volume of the Reverend's wife's diary. Отказался от Бога и стал поклоняться странной языческой сущности чудовищного величия. Его жена пыталась урезонить мужа, но тщетно. Он был убежден, что должен слушаться голоса в голове, потому что тот говорит правду.
Объявил себя пророком преподобный. Ладно, отлично. Книжки всегда хорошо. Можно найти что-то, почитать им, и, возможно, что-то можем выучить. Конечно, не всегда, но... История острова Даркоутер. Да что такое? Опа, а для чего это? The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Это религиозная какая-то книга. А зачем мне надо вот это вот? Опа. И причем тратится просто вообще быстро. Справочник по анатомии, вскрытию. Прогресс медицинский. Значит, мы будем что-то пугать. Медицинские конспекты, отлично. Подожди, а тут может еще что-то на полках есть? Я ж только на уровне глаз смотрел, а на повыше-то не смотрел. И почему-то кровь кончилась. Граммофона. Смотрите, книжный магазин. Я уже обсматриваю его. Я уже читаю книжки. Уже начитался. What happened here? Обыщите место. Let's start over. Where did they break in from? Откуда взломщик проник? Проник отсюда. Blood. Seems like amateur work. Уже работа дилетанта или бутлегеров. Дальше. Вот он побежал. Забежал сюда. А сюда нельзя зайти. Хватил. Бутылку разбил. This burglar seems to be rather clumsy. Взломщик торопился. Сработала сигнализация. Выехал ГБР. What happened that made the burglar flee before finishing his work? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? Тараканы. Тараканы же? И птички, да. Так, взломщик просто что-то взял, нарисовал. What the... Что за Charles хер? Hawkins? Что-то положили в сейф. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Какой же силой обладала картина Сара Хокинс? Ох ты, нифига, меня тоже. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Она помогала что-то спрятать. А что? Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Дрейк помогал, это все помогало. Опа. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Как найти комбинацию к его сейфу? Так. Здесь спрятана страница, кое-что можно прочитать. Если кто найдет эту
этим мемуаром, пусть не сомневается, что я в большой беде. Шикарно. Моя единственная и последняя надежда в том, что мои тело и кости все еще пребывают в этой реальности. Ага. Тогда их можно найти и сжечь. Погребальную урну нужно дать моей матери, если она все еще в этом мире. Следующее сообщение очень важно. Кто бы ни читал эти строки, если он обладает такой же остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Оно лежит в моем сейфе. А подсказки к комбинациям содержат на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Ёпа мать, откуда я знаю? Каждый цилиндр пронумерован. Хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разумом, но беспорядок наслаждения воображением. Хоть я и сам предпочитаю порядочный хаос, но должен признаться, что обычно всегда возобладает разум. Если вдруг по какой-то случайности человек, или лучше сказать гений, сравнится со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф, я попрошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге профессору Мискатоникскому университета Армитиджу. В этом сейфе хранится не только краткое изложение огромного объема уникальных знаний, но и оружие, слишком опасное, чтобы попасть в плохие руки. Надеюсь, ты сможешь оценить опасность, которую оно представляет, и поступишь должным образом. В любом случае, меня уже не будет, и я не смогу ни помочь тебе, ни пострадать от твоих действий. Сейф. Открыть сейф. А чё медицина? Как она прокачивается вообще? Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Какую связь он Hawkins нашел and an между old Чарльзом amulet? Хокинсом и старым амулетом? Единственное, что может защитить твой разум, это цилиндрический медальон и тяжелый цепи. Сотни лет назад на нем были выгравированы звезды и ветка, которые должны отражать силы древних. Всего указано то, что у прошлого владельца египетского торговца антикваром медальон отобрал Чарльз Хокинс. Дата в газетных вырезках, посвященная этому правонарушению, совпадает с датами поездки Хокинса в Каир. Непонятно, знает ли он об истинном значении этого артефакта. Попробую узнать. Да нафиг тебе это надо? Беги, блин. Все, что есть. Ага. Три цилиндра. Мать его, 3 цилиндра. О, сколько книжек стало. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. Так, подожди. Что-то слишком много книг. Оп. Cylinders that Drake tried to hide. Цилиндры, которые Дрейк Perhaps прятал. listen to Пожалуй, them. стоит их послушать. How many volumes are there in this collection? Кто ходил? А, нет. Так, улики. Улики. Предметы. Вот цилиндр. Цилиндр для фонографа нашел в безжизненной книжной лавке. Сообщение довольно невразумительно, но может содержать что-то важное.
Цилиндр для фонографа. Так. И где этот фонограф стоит? Вот он. Первый цилиндр. Эти красные капли, словно драгоценные камни, лежат неподвижно, обрамленные божественным золотом. Быть хранителем Грааля не значит не поддаваться его чарам. Я признаю, что готов заплатить, чтобы узнать его секреты. Ничего, все что ли? Наконец-то понял, что мы лишь фигурки на шахматной доске богов. Пусть тех из нас, кто еще стоит на ногах, защищает нашу белую королевство. Да, блин. And my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. И вот что я узнал. А, подожди. 9-й том и Архемская. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Так, 9-й том, Azathoth and Other Horrors, Азатот seemed и другие particularly ужасы. relevant to my research. I never tire of browsing through them. 9-й том и Азатот. 9-й том и Азатот. Это у нас масло. Где у нас 9-й том? Drake talked about a particular volume. Какой-то конкретный том. Подожди, Азатот. Где-то здесь. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Это 8. What did Drake say about this Нет. collection? Drake talked about a particular Так, volume. я So знаю. these are the volumes Во, that Drake вот. was talking. What did Drake say about this collection? Сборник стихов на дерби. А как мне ее, перелистывать? Drake talked about a particular volume. Напоминал конкретный том. Вот, 9-м напоминал. So these are the volumes Это that сборник Drake так was известен как talking about in «Кошмарная his лирика». message. Стал настоящей сенсацией уже после первой публикации. Дерби тогда было всего 18 лет. А как листать? Вот мне вот What интересно. did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Подожди, а там у нас какие цифры есть вообще? Так. От 1 до 9. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. 9-й том.
нихуя не взять, ничего. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Азатот in other horrors. Дерби. Архем. Антология. 9. Все. Раздвинься. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Есть какие-то мысли? Нет. What did Drake say Что я about this должен здесь collection? найти? Так, после первой публикации в 1908 году Дерби добыло 18 лет. Ладно, допустим, 18 лет. 1900... 1890 год. 890. Восемь. Нет. «18 лет». У нас 3 цифры. Но там идет с 1000. Ну, 190. Нет. 3 цилиндра. Где опять подсказка? Так. Кто бы не читал эти строки, но обладает такой же остротой ума. Ну, лежит в моем сейфе. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разума, но беспорядок наслаждения воображения. Я и сам предпочитаю порядочный хаос, но должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Так, а подсказки к комбинациям содержатся на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяют в греческом слове.
Режет цилиндр. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Так, давай так. Он говорит про камни. Про камни, про Грааль. Давай найдем книгу, которая отвечает за камни Drake Грааля. talked about a particular volume. В городских легендах нет. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Народные матушки. Кроме того, наш Лвит якобы произошел от Фриского. What did Drake say about this collection? Ладно, допустим, цифра 2. Про изумруды, про скрижали какие-то. Допустим. Это будет вот так. 2. Хорошо. Сейчас пробежимся по другим книжкам. Drake talked about a particular volume. Так, какое-то теософическое So these are движение. the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Ладно. Допустим, цифра 2. Хорошо. Дальше. I finally understood that we were only pieces on the Гуру на chessboard of the шахматной gods. доске. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Шахматная доска. Пешка. Завуалировано так как. Ладно, подожди. Там был у нас 9-й том. Нет, путем перебора не получилось. What did Drake say about this collection? Опера в 8 актах. Drake talked about a particular volume. Так, составлен легендарным царем Соломоном. Книга заклинаний нет. So Это these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. астрологи, ёпмать. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Да нет у меня такого ясного ума. Ну что вы ко мне прикопались, а? Так. Пойду я сделаю перерыв и вернусь.
Я без понятия, And как these это red делать. drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark Нашу soldiers. белую королеву. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Ладно, не буду я вас томить, я посмотрел, как это делается. Это вот здесь. Шахматы, он был про белые. The queen has little protection. Королева защищена слабо. 4 белых. Или королева защищена слабо. Это у нас... Подожди. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Защищает королеву 3. Значит, вторая должна быть 3. Так, это у нас 3. Дальше. Сказали смотреть кубок. Здесь он говорит, красные капли, словно драгоценные камни, лежат неподвижно. Хранителем Грааля. Вот он Грааль. Красные камни. The chalice of knowledge. Так, откуда начинать? Ну, давайте сюда вот. 1, 2, 3, 4, 5. Первая это пятерка. Ой, а вторая 9 была. Или 8. Как будто ты что-то понимаешь. Мой разум оказался в чужом теле. Нифига себе.
This man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Very well. I'll examine him. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? У него что-то в животе. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Да как не объяснять? Ну, блин, ладно. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see.
I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? Ку-ку. Привет, It was a оркестр. warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Онлайн крутой, да. Онлайн на протяжении всей игры вот такой был. На протяжении всего стрима. Вначале только горбушка залетел, поздоровался. I disapprove of Fuller's methods, but his treatments have saved more lives than I can count. And Mr. Blake? You said yourself he was dying. I don't know what to think for now. What I'm sure of is that Fuller is hiding something from us, and I need to know what that is before I take a chance exposing him. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Ноутбук новый, это хорошая вещь. И что, они сейчас сильно дорогие, нет? Chronic insomnia. Like half the island. Хроническая бессонница. Мы сейчас находимся в разуме... I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. В разуме And she другого still says человека. nothing to that old witch, Donovan. Listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. Watch out for the water, Doctor. Just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Patients and hospital personnel eat the same food. Вот, там даже по видах, не знаю, бодяга какая-то. Так, мне нужно как-то попасть в кабинет доктора Фуллера. Please. My chest. Oh. Что там у тебя? His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Урезанный 3060, ну, мобильная версия 3060. Охренеть, 72 тысячи. Ну, в принципе, а экран какой, на сколько дюймов?
17, 21, 19, ну сколько там. Здесь нечего. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? The one that hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Well, I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. Угу. Ничего полезного нету. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. 15,6 дюймов. Ну, маловатый экранчик. Ну, там хотя бы разрешение, наверное, большое, так что нормально. Ну вот, блин, ну 72 тысячи за 15 дюймов монитор. Экран. Да, цены вообще бьют рекорды. Intoxication from breathing organic vapors. Норм? Ну, может быть. Да, может быть. У меня последний ноутбук был, у него был на 21 дюйм. Full HD. Why did nobody tell me about her admission? Ого. Ирен Сандерс, вот это, которая... Mrs. Sanders? Мы пришли... Сандерс, это же это... Жена. Максимально. Ну, у меня вот тоже, у меня 24 дюйма, но тоже максималка. Не, подожди. Вот я могу поставить 3840 на 260. Но я не ставлю, потому что видеокарта у меня слабенькая. Да и смысл мне ставить такую сильную графику при слабой карте и насиловать монитор. Написался. Пошлите искать кабинет Фуллера. Ресепшн. Который шум. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. У меня 1660, причем обычная, без T, без супер, просто 1660. По-моему, даже скажу марку. По-моему, если она открыта. Нет, не знаю, приложение, по-моему, полит. The operating room is never accessible after an operation. Let's hope I can go through the administration office. Через офис администрации. Wait a minute. Where do you think you're going? Ой, какая... Ой, что у тебя глазами? Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Катина. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do.
Смотри, блин, лысый Wait a орел. minute. Where do you think you're going? Не хочет. Dr. Colden. Mrs. Donovan. No, but rest. that- I will. Так, ладно. Отвлеките Донован. Дон Жован. Дона Жован. Дона Жован. Вы будете отлично. Что бы сломать-то тут, а? Что бы тут сломать? Танки уже не стримишь? Пока нет. Сейчас очень захотелось все-таки пройти вот эту игрушку. Но я так чувствую, что эту игру я буду проходить уже вне стрима. На танке я пока не стримлю. В танках я сейчас играю. Ну там новый режим какой-то попался. Так, может быть, как-нибудь запущусь на расслабоне. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Да и причем я давно уже ничего не стримил. Так-то. Вообще давно. Не считая вот этой игрушки. The answers must be hidden in Fuller's office. Так, надо найти что-то сделать, чтобы отвлечь ту бабу. Hay fever. What's he doing Дневная here? лихорадка. I'll just sleep a bit more. Это спит. Охренеть. Как туда на тот шкафчик залезть? И почему он только один, а не два? Нет, три. Ладно. Another insomniac. I should find the cause Снова for such a бессонница. widespread trouble. Второй пациент с бессонницей. Дай ему снотворное. Здесь пусто. Здесь уже пациент вылечился. Встал, ушел. Так, а где я еще не был? It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. There's wanted no more way for I'm myself. leaving until I find what Fuller is hiding. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patience here. Мент стоит, смотрите, сидит наш. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Dr. Colden. Do you want something? I think that you're needed in Block B, Doctor. Please,
I'll be in trouble with Mrs. Donovan if I'm late. Do you want something? I think that you're needed in Block B, Doctor. Please, I'll be in trouble with Mrs. Donovan if I'm late. Блок Б, да и хрен с ним. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Сходил бы там отвлек бы печку-то. Is everything all right, Ethan? Yeah, I will work and... Oh. Сходил бы, отвлек бы ее бы. Please, Да никто тебе не мешает. This man, Edward Эдвард Pierce. Пирс, его карта не His file заполнена. is Что Фуллер с incomplete. ним сделал? What did Fuller Очень do to странная him? карта. Она не полностью заполнена, и в ней отсутствует информация о лечении. Стандартные требования не соблюдены. Эдвард Пирс. А это же я, Эдвард Пирс. The key to the boiler room is missing. Ряд котельной нет. Dr. Fuller always keeps his key with him. Блин, да как сесть-то поудобнее уже? Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. В общей палате. В чем What is дело? the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. И кто это? О. Ай, ладно, пошли. Блок Б. Хотя я уже дал эту команду вот этой тетке. Всё, я не могу с ними говорить. С этой тоже. Я прошел всех. Ни с кем не могу разговаривать. Kitchen. Storage. Что еще у тебя? Don't go falling over. That would be stupid. Блок А. Что-то надо сделать. С тобой нет. С тобой тоже нет. А Let's здесь hope I can go through the закрыто. administration office.
Я даже поговорить с тобой не могу. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody, but rest assured. That won't be. I will tell. Что тут сделать надо? Шкаф, что ли, спрятать ее? Душить ее. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who It's makes- temperamental, if I understand correctly. It's so unfair. It's temperamental, if I understand correctly. Довольно капризно. Так. Куда ты ведешь? А куда ты ведешь? А ты кто We're такая? running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Угу. The doses prescribed by Fuller are far too high. Рецепт на барбитуры, выписанный доктором Флюром. Цены слишком высоки, барбитура. Барбитура. Так, ладно. Труба пошла. Бойлер рум. I don't have any business in the boiler room. Мне кажется, делать нечего в котельне. А зачем ты мне показывал тогда эту? Делал акцент на трубу. Но больше у нас нету труб. Everybody says it. She's a witch, an old hag. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. А зачем было? Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Ну, отключить воду я могу только одним способом. Попасть в бойлерную. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan.
Ну, ключ, я думаю, лежит, наверное, в... Донован. Раз, Донован. Ну-ка, с тобой можем побазарить? Нет. Ключ у тебя, наверное, должен быть. Хотя, может быть, и нет. А может и нет. У администратора. Нет, здесь точно нет. Чармаси какой-то. We're running out of this medicine. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her... Так, нет. Я ключа нет. А! Подожди. Блин. Где администратор? Во. The boiler room key is not in its place. Ключа от бойлера нет на месте. У кого он, кстати? Doctor? Would you know where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place. Well, she took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. But if I may say so, Doctor, I think that the problems of our patients are more urgent than the Да plumbing. тебя-то кто спрашивает? I'll tend to it. Бетти, это кто? Это вот это Бетти? Do you want something? Нет. Это не Бетти. Мать, как Бетти выглядит. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. И Бетти. Dr. Colden? Hello, Betty. I'm looking for the key to the boiler room. What for? To put it in its place. Perhaps I should do the same with you. I beg your pardon? I suspect you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go fetch it. Ключ в кабинете при палате блока Б. Это блок Б. Где тут кабинет? Блок Б? Это блок Б. А может блок А? А, вот здесь, наверное. Наконец-то. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Донован заглотит. Сейчас только найдем трубу. О.
can't shut this with my bare hands. I need a tool. Ты заколебала, ты чё, блин, такая бессильная-то? Вон тут сколько лежат инструментов. Так, ладно. Я буду заканчивать, что я уже все еле-еле сижу, высиживаю, засыпаю сильно. Времени прошло вообще. О, 2 часа. Всем большое, ребята, спасибо, что приходили, кто приходил, смотрел. А на этом я все буду заканчивать. Подустал. Всем спокойной ночи и пока-пока.